Вот это прохиндяи, эти обезьяны. На вокзале, на станции поставили киоск. Видите, вот за вот этой вот сеткой он повесил разные чипсы, всякие разные вкусняшки. Что? Говорит, можно я прогоню? Я говорю, подожди, не гони, потому что я хочу на видео снять, как эти обезьяны это все доставали. Вот видите, вокруг сколько бумажек валяется. Вот это вот все они уже оприходовали. Ребята, вообще-то это вредная еда. Ешьте лучше. Сейчас манго-сезон. У нас как раз в Матенаагране дикие манго только сейчас поспели. Идите ешьте полезные фрукты, травку. Господи, что же вы чипсы едите? Ты посмотри какой. Парам говорит, что скорее всего какая-то обезьяна какая-то забралась уже вовнутрь киоска. Вот, посмотрите, боже мой. Все, гони их. Ну, это надо хозяина звать. Мы же не будем, нам в школу надо. Мы не будем здесь стоять охранять. Артур, может вместо школы, вместо экзамена охранником послужишь, а? Как тебе такая идея? Вот воришка, представьте, да, вот я сейчас, конечно, все это рассказываю с улыбкой на лице, но на самом деле мне очень-очень жаль хозяина этого киоска, человека, который решил подзаработать, а тут такое. Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, у меня сейчас такие приятные хлопоты. Выбираю футболку на завтра. Бавин пригласил меня на фестиваль, посвященный Международному дню йоги. И там нужен дресс-код, нужен темный низ, с этим у меня все в порядке, есть черные лосины и сверху должна быть белая футболка. С этим, как оказалось, проблематично. Нашла одну чисто белую футболку, вот это вот Парама, футболка Парама, но она, как оказалось, уже не совсем такая уж и белая. Он ее особо не носит, и она пожелтела. Потом вот такую вот нашла футболку, она полосатая, я не знаю вообще такое пройдет или нет, но она как бы классная, нормальная футболка. И вот еще, господи, еще вот такая вот футболка. Покупать уже некогда, потому что этот фестиваль будет завтра, уже почти сегодня. Поменяла место дислокации, меня Парам прогнал, говорит, уходи с ресепшена, не мешай работать. В общем, что хотела еще важное сказать, что меня же пригласил Бавин не просто так, а как почетного гостя, так как я иностранка и, возможно, я повышу статус этому мероприятию. И, кстати, да, он же меня вообще сначала приглашал без мужа и без сына. Но Парам, как узнал, даже по-моему, рассердился. И когда я там сказала что-то, ну что тут такого, он даже немножечко на меня повысил голос. В общем, ну, с другой стороны, значит, ревнует, значит, все еще любит. Вот. И еще такой важный момент, самый, наверное, важный момент, что это мероприятие будет проходить в 7 часов утра, но не здесь, не в Матеране, а в городе, до которого нам добираться как минимум 2 часа. И плюс еще же надо будет собраться. То есть нам предстоит проснуться в 4 утра. Ну, для меня это не 4 утра, для меня это ночь. Господи, вы слышите, это обезьяны трясут крышу. В общем, я так думаю, что у нас ждут очень интересные приключения. И все вы это скоро увидите. So, Парам, will you go tomorrow with us to yoga? Yeah, okay. You go? For you. If you want, don't go. My God. You want alone? Do you have a t-shirt? Alone, not alone. No, Do you no, have? that way not go. Go alone not allowed. How you want? 61 mark. 61%. You sit with Arthur, I go. We fast come back. You must work, you must find customers. I am not doing like this. बहुत अच्छा है लेकिन Всем доброе утро, Господи! Кто готов, кроме меня, на такие подвиги? В 4 утра вставать. В 4 утра вообще Бавин позвонил таким еще, знаете, голоском, как будто бы он уже не спит. Может, он еще и не ложился. Такой, доброе утро, ну что вы там? И вот сейчас мы уже на выходе готовы. Ждем Бавина, собственно. Тоже
хочу спортивные штаны. Ну, я тебе шорты надела, потому что ты сейчас можешь заляпать их. Может дождь пойти. Зачем тебе спортивные штаны? Потому что у меня есть зонт. На мало парам. Парам какой-то вообще не в настроении. How is your mood, honey? Good. Вообще не разговаривает. Это, по-моему, первое слово, которое он за все утро сказал. Ну, хорошее слово. Good. Good morning, Бавин. Посмотрите, в пиджаке. Как министр, Артур подсказывает. Да, Бавин как министр едет. Бавин сказал такую новость. Он заметил 2 человека. И они подумали, что это министр. Ну, и спросили, когда будет поезд, а? Немножечко не так. Они подумали, что он работник железной дороги. Когда Бавин проходил мимо станции, там были туристы. Слушайте, а Бавин у меня спрашивает, а ты, говорит, Наташа, первый раз в жизни проснулась в такое время, в 4 утра? Ну, на самом деле, конечно, не первый раз. Ну. А Артур говорит, а для меня не сложно. Ну, он, правда, такой, как огурчик. И будильник прозвонил, и он практически сразу встал. В общем, ребята, я вот накануне как раз смотрела, передача мне попалась про женщин, которым там 80 лет, кому-то 90 лет. И они в отличной форме, в отличной, ну, как вообще, как девчонки. И они рассказывают, что, мол, просыпаются они где-то в 4 часа утра. Идут, одна там бегать, другая ходить. Ходить тоже полезно. 2 часа, если ходить, потом приходит домой после того, как находилась, позавтракает и потом опять на тренировке. То есть вот такой вот образ жизни дает возможность долго жить и находиться в отличной форме. Ну, это я так, это я для вас говорю. Я как-то по-другому найду какие-то другие способы находиться в отличной форме. Для меня это просто жесть. तो सब ग्रुप में जाते तो कम Какое чудо природы, смотрите, под фонарем сколько мотыльков. Причем только под этим фонарем. Раньше я не видела под другими. Боже, а вдруг они кусаются? Посмотрите, как их много. Вот видите, это сейчас сезон дождей, и природа постоянно какие-то сюрпризы выдает. Сейчас еще змеи повылазят, лягушки, там еще какие-нибудь насекомые. В общем, все меняется. О, опять они. Ну тут, по-моему, поменьше. Здесь можно как-то обойти. Очень красиво. К сожалению, солнца мы не увидели, потому что облака на небе. Но все равно потрясающие виды. В такое время суток мне очень нравится смотреть природу, как все оживает. Так, ну все, друзья, мы на месте. Артур уснул по дороге, сейчас хочет продолжение сна. Приехали мы вовремя, даже без 10:07. Бавин нас торопит, побежали. Ну вот, друзья, мы и на месте. Здесь, собственно, и будет проходить мероприятие. Пришло много гостей, и посреди зала на ковриках расположились добровольцы, готовые попрактиковать йога-асаны разных тренеров. Да, кроме Бавина, заявить о себе пришло еще 4 коуча. В нашем конкурентном мире нужно использовать любую возможность получить известность. А кто неизвестен, мало чего может добиться в социуме, даже если он гений. Ну и, конечно же, заявить о себе нужно качественно, постараться запомниться людям, отличиться в хорошем смысле. Собственно, ради этого Бавин и пригласил на праздник меня.
Он представился людям как интернациональный тренер. Так и есть. У него достаточно много клиентов из разных стран. И я вам скажу, далеко не каждый индийский тренер может этим похвастаться. Но вот зрители в зале, его потенциальные клиенты, не поверили бы ему на слово, если бы не было рядом с Бавином меня, иностранки. Намасте. Карайок Нагорниров. Моя главная роль — красиво выйти, ну или просто выйти со всеми поздороваться, сказав намасте, а потом произнесла я фразу на хинди, которую удачно накануне выучила. Это призыв заниматься йогой, чтобы быть здоровыми и сильными. А потом я продемонстрировала такой оригинальный способ очищения носа подсоленной водой из чайничка. Называется джаланити. Далеко не каждый может заливать воду в одну ноздрю, чтобы она вытекала из другой. Так что, друзья, впечатление я произвела на всех. Мне хлопали, чуть ли там не стоя, потом еще подходили знакомиться. Так что, кроме того, что я помогла своему другу, я и сама получила взрыв эмоций. Последнее время моя самооценка упала вниз, так что такой вот выход в свет меня хорошо взбодрил. Ну и, конечно, было очень интересно смотреть выступления других. Конечно же, никакой праздник в Индии не обойдется без танцев. Были и современные, и индийская классика, и танец с использованием элементов йоги. Оказывается, танцевальная йога – это древняя традиционная практика, и ее история насчитывает тысячелетия. Все вот эти вот фигуры, которые вы видели, также являются асанами. И по окончанию нам не получилось сразу уйти, но, в принципе, Бавин на это и рассчитывал. Подходили к нам люди, задавали вопросы, брали визитки. Представьте, даже Парам под шумок прорекламировал свой бизнес. Так что все, абсолютно все остались довольны. Миссия прошла успешно. Ну все, ребята, миссия выполнена. Пришли в кафе завтракать. Здесь как раз пуджу проводят. Бавин какой-то такой серьезный, я не пойму, он доволен или нет. All okay? Yes, all is okay. Бавин доволен, просто он еще, знаете, как переваривает все, что произошло. Пришел наш заказ, традиционный индийский завтрак, видите, доса, дасмасала доса, это чиз доса, а Бавина завтрак еще не пришел, идли еще готовят. Ну, а мы начнем. Артур уже начал. Идли самбар, то есть они сразу смешали идли с самбаром. Ну, самбар это вот, можно сказать, томатный суп. Парам сейчас такой довольный. Увидел на столе газету на языке своего штата, Канада. Где говорит, что этот просто отель. Они называют здесь кафе отелем. В общем, это кафе, владельцы этого кафе из южной части Индии. И им каждое утро приносят такую вот газету. Что... And you know one secret what I see in newspaper all time? I see this luck. They write like, how is your day? What's your luck? Боже мой, боже мой. Парам говорит, что для чего он взял эту газету, что в первую очередь он хочет посмотреть. Гороскоп. Парам посмотрел, у него все отлично. Видео хорошо посмотрят. Ну, правда, от просмотров сейчас особо никакой выгоды я не имею, но, возможно, будет заказ на рекламу. Потому что Парам увидел, что у меня финансовое благополучие. Слушайте, я не могла не запечатлеть на видео, как Бавин пьет горячий кофе. Ну и чай, в принципе, тоже он таким образом пьет, как он мне сказал, представляете, из блюдечка. Боже мой. Я же говорю, что дай, ну, Парам говорит, а что ты смеешься? Говорит, многие индийцы так пьют. Я говорю, а у нас тоже так пьют. Хотела сказать бабушки пожилые, старенькие. Но потом все-таки одумалась и сдержалась.
Просто сказала, что у нас тоже так пьют You don't like многие. that? Tasty, like this. Very tasty. And you don't like No, I don't this like. style? Within 1 second to cold. То есть Парам не любит, что быстро сильно остывает. Ему хочется погорячее напиток. Who don't want drink hot that? Ребята, сейчас у нас 11 часов утра, а мы уже вернулись с такого вот важного мероприятия. А здесь в Матаране, я смотрю, полный аншлаг. Парам говорит, быстрее, быстрее, это все мои потенциальные клиенты. Да, we must go fast, fast. Вот это вот я вам показала. Сейчас очередь на поезд, на наш матарановский игрушечный поезд, который ездит по узкоколейной железной дороге. Думали на нем доехать до нашего отеля, но, как видите, не судьба. Столько народу, господи. Это как-то и радует, и немножко настораживает, потому что надо сейчас бегом ловить клиентов. Так, смотрите, сколько тут всего продается интересного. Ягоды, манго. Ты будешь такие ягоды есть, Артур? Артур заинтересовался. Я думаю, что ты не будешь, они терпкие. Я не знаю, как они называются, но они терпкие на вкус. И после них язык синий, фиолетовый. Не будешь ты такое есть, сына. Может, у тебя крупные? Смотрите, поправил и попробовал. Не. Ну как, Артур, попробовал тебе? Да, невкусно. Ну все, тогда идем что-то другое. Парам обратил внимание, говорит, смотри, какая девушка. И губки накрасила, и сережечки, и ожерелья, и браслетиков, вон сколько. Такая. А Парам тоже интересный такой, обращает внимание, ага. Парам понял, хохочет. Ты смотри на то, что они продают, а не на самих продавщиц. Ты посмотри, какой. Hello. Вот это удача, Парам. We today very lucky. You know, who wake up. Оля, кто рано встает, тому Бог дает. И видите, нам тоже сегодня улыбнулась удача. Только мы пришли домой, только за порог, как говорится, и дождь ливанул. Да такой дождь, что просто. Даже несмотря на то, что мы экипированы, да, у нас с собой были и зонты, и плащи, но все равно очень не хотелось попасть под дождь. И мы не попали. Вот, пришли как раз сейчас чекаут наши постояльцы, мальчики уберут номера, и Парам будет искать found customers, да? Yes. То есть у нас еще целый день впереди. Так, ну, на самом деле, конечно же, классно рано просыпаться. Получается такой длинный, насыщенный день. Ну все, мои дорогие, до свидания, до новых скорых встреч. Пока-пока. Будьте здоровы и счастливы. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.